Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Мы опять с вами здесь, в Египте, в солнечной Хургаде. У нас как-то с Викторией, мы с ней встречались последний раз, мы ели кошери, и я попросила ее подержать мою сумку. Она поддержала мою сумку и очень удивилась, потому что сумка ей показалась очень тяжелой. Она говорит: почему, что у тебя в сумке? Что может быть в дамской сумке такого тяжелого? Ну, я ей стала показывать, что я говорю, что там, ну что, все только самое необходимое. Она, когда посмотрела, она стала смеяться и говорит: Ира, пожалуйста, я тебя очень прошу, покажи свою сумку нашим подписчикам, потому что для нее это показалось забавным и смешным. Для меня тут только, правда, самые необходимые вещи, которые мне нужны практически каждый день и постоянно. Но для нее это показалось странным и смешным. Ну, вот я хочу вам показать, что у меня в моей сумке. Вот обычная сумка. Мне показалось даже, что она не очень тяжелая, обычная, как каждый день. Так, ну что, давайте тогда посмотрим. Ну, как обычно, телефоны, это у всех есть. Там кошельки, это понятно, это тоже у всех есть. Бутылка воды, это просто вода. Здесь написано вольт, но это просто вода. Записная книжка, конечно, как без записной книжки. Ну, что-то перекусить. Вот, пожалуйста. Попить кофе. Вдруг мне захочется. Ну и вот самое, что ее насмешило. У меня, конечно, есть рулетка, потому что где-то что-то померить, чтобы ровно повесили, чтобы измерить длину дивана там, или кровати, или тумбочки, что-то заказать. Она всегда при мне. Даже в магазине они иногда не могут... Я говорю: а сколько она метров? Они пока ищут свою рулетку, я быстренько раз замерила, говорю: понятно. Ну, даже на глаз иногда могу сказать. Обязательно у меня батарейки, потому что в многих квартирах постоянно где-то что-то не работает батарейки, я могу поменять всегда. Изолента, где-то что-то закрутить, там провода какие-то или еще что-то, ну это понятно. Потом у меня есть такой наборчик, где-то что-то подшить, вот эти всякие разные шурупчики, где-то что-то подкрутить. Ну, конечно, у меня есть отвертка, потому что чем подкручивать? Если шурупы есть, то надо и подкрутить. Отвертка у меня такая вот интересная, типа ручки. Вот. Вроде как ручка, а с другой стороны вот отвертка. Можно повернуть, сделать пошире. Вот она отвертка. Здесь побольше, здесь поменьше. Можно их тоже поменять. Крестовую с обычной. Отвертка, маркер. Опять батарейки, где-то карандаш, где-то что-то отметить, ну, повесить что-то, вот где-то что-то отрезать. Вот такая штучка. Резать, может, бумагу там или еще что-то где-то отрезать. Вот у меня еще есть специальные тряпочки, которыми можно протирать стекла. Это тряпочки на вес золота, поэтому я нигде, ни в каких квартирах их не оставляю, всегда забираю с собой. Я просто протираю, если где-то нужно стекла протереть, и потом с собой в сумку. Так, ну что, у меня еще есть пакетики для мусора. Вдруг надо что-то где-то не хватает. Потом я заказала недавно ручку, и мне нужно сейчас приделать ручку. Это я сама уже сделаю, но это я заказала, мне прислали с Амазона. Очень дорогая, хорошая ручка на стеклянную дверь. У меня здесь шпатель маленький такой есть. Если где-то что-то подмазать, замазать. Просто иногда не хватает времени специально что-то приезжать делать. А так, если что-то где-то, небольшие какие-то ремонтные работы, ну такие вот мелкие, то это можно взять все в сумке, достать и все сделать, не отходя от кассы. Швейная фабрика в коробочке у Иринки. Это я хочу, говорю: Иринка, бутылочка такая же маленькая, как ты. Ну да, иногда просто хочется попить и нету. А так даже можно здесь, кстати, в городе можно налить воды в бутылку. Если, допустим, у меня вот в прошлый раз кончилась вода, когда я к тебе приезжала, и у тебя возле комплекса я увидела вот этот автомат с водой, и я налила в бутылку вот эту маленькую. А вот это вот, ты думаешь, что это у меня такое? А что это? Шапка для краски волос? Нет. Допустим, если мне надо перчатки,
одноразовые. Вообще это дают в этих в ресторанах, чтобы люди кушали руками. Ну, я кушаю не руками, а вот так вот раз перчатку одела и все. И мало места занимает. Где-то что-то взять, помыть или еще что-то такое. Вот, очень удобно. Так что у меня все есть, все есть. У меня даже муж спрашивает: Ира, у тебя есть отвертка? Не я у него спрашиваю, а он у меня спрашивает. У меня всегда все есть. Это такая палочка для чистки зубов. Если, допустим, вот часто в мусульманских странах у них, если нет возможности почистить зубы, они вот такими палочками. И я тоже беру с собой, если я поела. Действует, да? Она очень хорошая, хорошо. Что, никогда не пробовала? Да, нужно просто разжевать зубами и почистить А это зубы. что у тебя такое? Ой, жвачки. Да и это не жвачки, Красиво, это супер. схолз от горла. Вот. Ручек опять у меня тут Ручки, куча. карандашики, вот. Ну вот и все. Обед, перекус, кофе, если что, вдруг. Короче, все, что надо. Вот еще у меня есть такая книжка «Выписать чек». Допустим, если человек оплатил задаток за квартиру или еще что-то, я пишу, вот отдаю ему одну бумажку, одну себе оставляю. Ну, это как у всех почти есть Шикарно. для моей работы. В общем, мне время от времени надо все выкладывать и перекладывать заново, потому что я иногда забываю, что у меня есть, чего у меня нету, и добавляю. Поэтому у меня некоторые вещи в двойном экземпляре, как вот батареек у меня куча, то один раз я просто не могла найти батарейки, и теперь я подкладываю постоянно, потому что я же их еще и выкладываю. Вот, пока все это сложишь, пока запомнишь, где что лежит, в общем, все. Все свои вещи я складываю. Вот и все. И все как будто так и было. Но не такая уж она и тяжелая на самом деле. Тяжелая, да? Нет, не тяжелая. Да мне кажется, сегодня еще там почистила. Я немножко почистила, да. Все. Было тебе не говорить. Ну вот и все. Вот мы с Викторией еще разговаривали, как-то вчера разговорились, и на такую тему нашли, что разница менталитетов. Допустим, какая у нас разница менталитетов? Казалось бы, это какая-то ерунда, да, но на самом деле для меня разница менталитетов – это не минус, это наоборот плюс, потому что для некоторых говорят: ой, менталитет разный, как вы живете, он любит это, ты любишь то. Для меня это большой плюс. Я вот, почему мы разговорились, я рассказала вот такой смешной случай вчера, который произошел. Мы вчера ездили с мужем к стоматологу. Ну, там кое-что мне надо было делать, кое-что ему там надо было делать. И возвращались, у меня немножко ныл зуб, и играла музыка по радио. Он слушал радио, и играла такая музыка. Мне показалась эта музыка такая заунывная, но я только протягиваю руку, чтобы выключить, включить там что-то свое, переключить там на другую свою музыку. И смотрю, он как увидел, угадал мои намерения, что я хочу переключить музыку. Он так отодвинул мою руку и говорит: ты что? Это же Кульсум. Я говорю: ой, да, Кульсум. А я знаю, что они эту Кульсум так обожают. Я даже не поняла, кто это поет. Я просто услышала вот эти вот завывания. Ну, конечно, я поняла, что они так все уважают эту Кульсум. Это прям вот типа замахнулась на святое. Я говорю: да ничего, я просто погромче хотела сделать. Но просто вышла из ситуации. На самом деле, конечно, думаю. И потом я про себя думаю: надо же, сколько поколений она, эта певица, уже давно умерла. Она была еще в 60-х каких-то годах, она пела. По-моему, в 70-х она умерла уже. И до сих пор все эти поколения египтян во всем арабском мире ее чтят и любят, и слушают постоянно. Даже молодые люди, вот представьте, у нас
какая-нибудь старая певица, допустим, ну, Русланова какая-нибудь там или еще кто-то, молодежь бы ее сейчас слушала, валенки, да, допустим, но это смешно даже, да, никто это не будет делать. А они до сих пор слушают эту Кульсум, любят все ее песни, многие знают наизусть. И даже если если вы ехали в автобусе из Хургады в Каир, вы обязательно, 100% слышали эту Кульсум, потому что они включают, и сначала думаю, что это за музыка такая, ну такая вот навевает, спать хочется или что-то такое, скуку навевает. А они прям очень ее любят. Даже египтяне ее называют наша четвертая пирамида. Вот 3 египетских пирамиды, известные самые из Египта, и Кульсум. Это самая известная певица на весь арабский мир. Ее все любят, почитают. Она и певица, и актриса, и поэтесса, по-моему, она сама сочиняет тоже эти... Ну, и она, мне кажется, она... чемпион, ее в книгу Гиннесса занести надо по длительности ее песни. Она может 45 минут петь одну песню. Да правда, 45 минут. Я думаю, ты что, одна песня или я просто так быстро поспала, ну, допустим. Ну, нет, это все одна песня. Она как заведет, и 45 минут она может не останавливаться вот так петь. А несчастной любви, да? Она и о любви, и о душе поет. Ну, короче, вот так. Вот это вот разница. И знаешь, сегодня мне интересно, спросила у него, говорю, Халид, вот что тебе приходит на ум, когда вот я тебе скажу Абба? Ну, я услышала, что-то там промелькнула у него вот эта музыка Абба, он листал какие-то тиктоки или еще что-то такое, и Абба. Я говорю, ты знаешь, что такое Абба? Он говорит, Абба это что, это слово или что это такое? Ну, у меня первым делом, у тебя какая ассоциация? Вот эта шведская группа Абба, ассоциация одна, больше нет. Он говорит, ну, есть Абба, есть Амма. Я говорю, что это такое Абба, Амма? Ну, мы так папу называем Абба, а маму называем Амма. Он мне начал какую-то лекцию читать. У него совершенно не возникла ассоциации с группой Абба. Вот представь, это или разница... культур вот настолько такая, потому что им вот эти вот неинтересны вот эти все, а нам неинтересно вот их все, да, вот видишь, в этом и разница. Так интересно, правда? Да, он не знает, но я не стала ему рассказывать, что такое Абба. Я говорю, ну понятно, Абба, Амма, это все. Короче, вот такая у него ассоциация возникла. И многие вещи для меня вот до сих пор, сколько мы с ним живем, до сих пор у меня какие-то сюрпризы. Знаешь, вот что-нибудь спрошу, такое, он мне что-то ответит, а для меня это прям открытие какое-то. Представляешь? И потом еще, у нас сегодня пришли результаты экзаменов, сын у нас сдал экзамены. И он говорит, иди посмотри, мне на телефон пришли эти результаты экзамена. Я перевернула телефон, как умная, и смотрю. Он говорит, что, куда смотришь? Не слева направо, а справа налево читай. Я читаю... нормально, как вот так, у них просто колонка, и там буквы, ну, сверху написано предметы. Я говорю, что, какая разница? Он говорит, здесь самые важные, здесь уже по мере убывания там какие-то предметы. И у них так интересно, вот эти результаты экзаменов приходят, и там балл, который самый высший, балл, который самый низший, и тот балл, который он набрал. То есть можно сравнить, он прошел в следующий класс или нет. Потому что у них это 3 раза в год, у них вот эти экзамены с проходными баллами. Либо надо пересдавать, либо отчисляют или еще что-то. Вот это очень важно. Ну, прошел, к счастью, он прошел, отметки хорошие, ну, баллы вот эти хорошие. Вот так в этом еще такая разница интересная, что я сразу первым делом слева направо читаю, а он говорит, ты что, куда? Справа налево. Вот еще интересная очень черта у египтян, их вот открытость. То есть многие туристы, которые приезжают, они очень быстро замечают, что они практически у них нет никаких границ. Знаете, вот ни расстояния, ни границ. Они сразу быстро находят общий язык друг с другом. То есть они
У нас так не принято общаться с незнакомым человеком сразу вот так вот с места в карьер. Можно сидеть, молчать, сидеть рядом и молчать, и просидеть всю дорогу, допустим, а у них нет, так не принято. Они обязательно начнут общаться, начнут разговаривать, начнут знакомиться. Допустим, сегодня я тоже слышу, мой муж вышел на балкон и с кем-то там кричит. Я говорю, что он там с кем кричит? А он разговаривает с соседом, который сидит там внизу в кафе, и мой с балкона с 3-го этажа ему кричит. И они, значит, я говорю, а что вы обсуждали? Он говорит, да представляешь, он пошел в банкомат снять 300 фунтов, и ему чек выдали, а деньги не выдали. Потом он говорит, он еще раз нажал снять 300 фунтов. Опять у него, короче, вот это... И он ему дал, как надо сделать. Он говорит, ты иди в банк, разберись там. Ну, конечно, он дал ему неправильные указания, но факт тот, что вот обо всем вот этом орать на всю улицу, кто какой банк зашел, кто что сделал, какой банкомат. И вот так вот они кричали, переговаривались. И я ему говорю, ты ему неправильно посоветовал. Надо ему сфотографировать номер вот этого ITM-машины, да, и позвонить на номер горячей линии. И только так, потому что если он пойдет в банк, ему то же самое посоветуют. Позвонить на горячую линию и рассказать, какой именно банкомат ему не выдал. У них там есть камеры, у них есть, они посчитают, они узнают. И ему вернется в течение 3 дней на его счет. Пусть не переживает. Но он говорит, так, вышел на балкон и стал все это ему опять кричать. То есть это так смешно, что они вот так вот открыты. Иногда даже они кого-то в соседнем доме увидят, своего друга или знакомого, и начинают переговариваться. Привет, как у тебя дела? Ну, короче, вся улица слышит, что у кого приключилось. Это, конечно, интересно. Мне эта черта, если честно, очень нравится в египтянах. Это их открытость, такая незамысловатость и дружелюбность. Ну и также их гостеприимство. Например, у нас вот не принято так постоянно без приглашения или домой заходить, или еще что-то. А у них это в порядке вещей. Допустим, у меня муж может вот на улице кого-то встретить, даже иногда мало знакомых мне людей, и он приглашает, ой, заходите к нам в гости. Я говорю, кого ты опять к нам приглашаешь? Даже кого-то я не знаю. Он говорит, они тоже русские. Типа, вот так. Представляешь? Такая вот их черта. Для меня это немножко непривычно, необычно, но мне это тоже нравится. Такая их черта. بس الحق روح لهم رقم جوه البنك. لا دي 1000 جنيه على الصبح كده غرابه ليه يعني؟ خلي بالك عنهم. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!